Шалом, православные! С вами Евгений Вольнов, также известный вам как майор Чернобаев. Как вы знаете, вот уже который месяц я долблю просто по полной программе оккупантские семьи, заставляю их страдать, заставляю испытывать их хотя бы ту часть того, что испытывают украинцы, для того, чтобы они поняли, что такое вообще война. Все мои звонки вы можете послушать на пранк-шоу и в Телеграме. YouTube, естественно, такое не пропускает. Конечно, где-то что-то на YouTube появляется, но, скорее всего, YouTube прикрутит гаечки, потом это все забанит. Но, тем не менее, послушать вы это можете совершенно спокойно. Все вы знаете меня как доброго и душевного человека. Именно поэтому звоню я женам и матерям оккупантов, как правило, где-то в пятницу вечером, чтобы у них были просто незабываемые выходные, когда до военкомата не дозвониться и непонятно, жив твой жмур или нет. Конечно, большинство из тех, кому я звоню, пока еще не успели зажмуриться, но это не отменяет того факта, что за эти 2 дня они теряют огромное количество сил, здоровья, естественно, лет жизни, а как иначе? Мои звонки приводят к тому, что жены, матери, сестры начинают обрывать телефоны военкомов. И если раньше, нам всем было известно, что на официальном уровне Российская Федерация скрывает свои потери, очень было бы интересно узнать, а как же она это делает на низовом уровне. И вот сегодня речь пойдет именно об этом. Мне перезвонил военком, которого начала доставать жена одного из окочурившихся оккупантов и предъявлять претензии. В этом звонке вы узнаете не только, как на низовом уровне Российская Федерация скрывает свои потери, но и узнаете, что такое протокол рассол. И если вдруг вы хотите больше подобного, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, становитесь спонсором, поддерживайте меня на пранк-шоу и просто распространяйте эти видеоролики, потому что правду о том, как кацапчики скрывают свои потери, должны знать все, а самое главное кацапчики, чтобы они начинали шевелить мозгами, бунтовать, и вы понимаете, всю эту движуху. Так, вроде бы все пояснил, лайчки все наверняка уже поставили, подписались, приготовились писать комментарии, навострили ушки, чтобы слушать пранк, и поехали! Да, здравия желаю, майор Чернобаев, оперативный штаб. Слушаю вас. Добрый вечер. Да, вечер. Это вот вас Брянщина беспокоит. Там по поводу Гайдукова я что-то понять ничего не могу. Вы звонили супруге? Да. Так а Сообщили чего уже, вы да. звоните напрямую, ей звоните? Поясните мне. А что не через военкомат, не через другие, не через воинскую часть? Слушайте, люди имеют право знать правду. Они не имеют права знать, они в истерике сейчас находятся. Разве так делается? Нет, в истерике. Они знали, куда они отправляли своих близких. По кускам, по каким-то разорам. Разве так это говорится женам? Это вообще я не могу понять. Они просили подробности, я подробности объясняю. Что? Ой, Я же не могу отказать. это сейчас так делается, да? А как еще? Мы не успеваем просто, такое количество просто. Да как не успеваем? Есть военкомат. Я, допустим, военный комиссар этого района. Сейчас вот я сижу и не знаю, что мне делать, да? С ваших вот этих всех... сейчас, зачем вы позвонили этой супруге? Она имеет право знать правду? Или она нет? узнает от меня. От меня она узнает. С головой поедем, как-то успокоим. А теперь что делать? Что вы делаете? Вообще не пойму. Как так можно поступать, блин? Слушайте, я сейчас сижу дома и не знаю, что мне делать. Вы должны на часть сообщить. Часть должна сообщить военкомат. Извещение, в конце концов. Вы пишите ей бумажку и все. Что вы хотите еще сделать, я не понимаю. Да я просто удивлен. Разве так поступают? Разве доводят до семьи? Она же девочка вообще. Девчонка, блин. Девчонка не девчонка, а тем не менее правду знать имеет право. Правду она узнает потом. Не обязательно не знать, что мужа, допустим, разорвал, не дай бог. Там или еще что-то. Так она сама допытывается. Расскажите. Да вы же офицер, вы должны понимать, что мы скрываем. Мы, когда забираем тело, мы скрываем и все, не говорим. Потому что, как же так? Так, как? Что теперь? Где тело находится? Какой порядок? Поясните. Да какое тело? Я же говорю, тело на территории, контролируемой противником. Как мы его достанем? Зачем? У вас же там есть наверняка телефоны военкомов. Там, я не знаю, черт знает, командиры частей этих, куда мы их направляли. Что сейчас делать? Вот сейчас вы ей довели. Вы задачу свою выполнили. А что теперь нам тут делать? Сейчас же нас разорвут тут на части в плане того, что давайте тело, давайте где, что, куда. И что мне делать, сейчас? Так вы им так и объясните, как я им объяснил, что тела нету. И все. Ой, да я его отправлял, этого человека. Как же... Секунду, вы так говорите, что вы не знали, куда вы его отправляли.
Вся Российская Федерация отправляла. Но это же не значит, что нужно так конкретно в лоб отвечать им. И вообще, до родителей, до жен мы должны им доводить. До нас эту информацию. А мы будем держать ее до возможности. Ну. А потом, когда уже выйдем на финишную прямую, тогда и будем. А как же, что сейчас делать? Секундочку, что вы имеете в виду? Вы будете врать о том, что нету информации или что? Или да что мы ничего не будем брать. Ну он же им не звонит, они это прекрасно понимают. Ну, он им не звонит неделю, 2-3, они все прекрасно начинают понимать. Да, сложно, блин. Я не знаю, что теперь делать. Ну сейчас вот что делать? Вот вы сейчас ввели, на ночь увели уши родственникам. Сейчас они начнут долбить меня, главу и всех остальных. Что делать, блин? Что объяснять? Ну, смотрите, что тут объяснять-то? Ну, сказать, что правда вот как и есть, и что. Ну, это война. Все прекрасно понимают, какие последствия войны. Хорошо, какой порядок? Значит, то есть он сейчас погибли на территории, захвачено или что? Ну, территория контролируется противником. Мы туда добраться никак не можем. Так они что, разведку боем делали или что? Как они там оказались? Я не могу подробности рассказывать. Ну вы что? Ну, потом порядок рассол. Ух ты, порядок рассол. А что же это такое? Даже не пытайся гуглить, у тебя ничего не получится. Но я пробил информацию по своим каналам. Оказывается, что военкомы, когда к ним поступают какие-то останки, значит, оккупантов, для того, чтобы не выплачивать компенсацию семьям, просто берут и растворяют их в кислоте, а потом просто сливают в грунт или куда-нибудь в канализацию. Так что даже если тебя оккупант и привезут назад, не факт, что ты доедешь домой. Продолжаем. Потом порядок рассол. Ну, конечно, если что-то. Еще? Да. Ну, у меня слова нет, не знаю. Я буду тянуть до последнего. Я вам объясняю. Смотрите, да не надо тянуть до последнего. Просто прямо говорите, как оно есть. Тело вряд ли достанем. Оно там до весны, ну там его собаки растащут просто. Ну, вероятность того, что мы туда доберемся. До весны будем находиться. Так непонятно вообще, что будет. Непонятно, продвинемся вперед, не продвинемся. Я просто, ну, если трезво смотреть на ситуацию, да? Лисы, опять же. То есть там же всякая фауна есть. Надо прямо говорить, потому что потом, если сейчас сказать, что тело будет, а тело потом не будет, вот тогда они разорвут, да. А если сразу прямо сказать, все, тела нету дела, без вести пропавшей, компенсации не будет, и все нормально. Да вообще не нужно это говорить было, вообще не нужно было говорить. Ой, ладно, я понял. Это ваше дело, вы ваш моральный выбор врать, понимаете, я считаю, что родственники имеют право знать правду. Вот, вы как-то странно, конечно, странная у вас позиция. Врать это не то слово, врать нельзя. Но поймите, в лоб так бросать тоже нельзя. Есть власти, которые должны довести, есть, в частности, военные комиссариаты этими. Или то, что от них осталось. Мы должны доводить это как-то спокойно, а не так, что в лоб бах. У вас же наши телефоны наверняка там есть, всех военкомов Российской Федерации. Ну, естественно. Ну, так а чего вы не позвонили? Ну, мне бы позвонили, я же постоянно телефон на связи, постоянно, блин. И днем, и ночью. Должны были передать информацию, я не знаю. Так военкому передавайте, а не женам этим. Они сейчас там... Ладно, я понял. Я вам советую говорить им правду, как есть. Они прекрасно знают. У меня информация поступила... То есть, смотрите, как получается. Информация мне поступила от жены, опять же, погибшего или нет человека, понимаете? А должен наоборот, я должен им довести эту информацию. А у меня информации никакой нет, вот кроме нашего с вами разговора. Ну все, пусть ожидают. Мы все, почему-то у нас все через задницу получается, блин. Ну, как есть. Я должен им довести был. То есть вы должны нам довести на воинскую часть эту, блин, военкомат. А я должен довести до родственников. Такой порядок всегда был. А сейчас, блин, черт его знает, что делать, блин. Ну, какую-то компенсацию предложите, я не знаю, там, еще какую-то мелочь. Ну, ладно, все, я понял. Ладно. Да, все. До свидания. До свидания. Не благодарите меня за мое шикарное расследование. Понятное дело, что никто, кроме меня, делать чего-то подобного не может. И это совершенно нормально, я к этому уже привык. Ну и для тех, кто досмотрел до этого момента, предоставлю вам небольшой бонус. Мне, помимо военкома, еще позвонил глава какого-то там поселения, чего-то еще, примерно с тем же самым. Слушай. Алло.
Да-да-да, майор Чернобаев, оперативный штаб, слушаю вас. Здравствуйте. Это вас беспокоит Здравствуйте. глава Чунского муниципального образования. Скажите, Да-да-да. пожалуйста, с кем мне связаться по поводу мобилизованных, которые служат у нас там с вами вместе? Ну что значит с нами вместе? Не совсем понимаю ваш вопрос. Ну вот смотрите, то есть звонят с родственникам, говорят, что и там кто-то умер из их родственников. Ну, Как вы знаете смотрите, эту информацию? смотрите, это же война, понимаете, на войне люди погибают, это совершенно естественный процесс. Мгм. А как понимать-то, что фактически, вот что не мошенники звонят маме, а вот именно вы? Смотрите, Как понимать? смотрите, очень просто. Мошенников интересуют деньги, финансовые средства. Как правило, они Мгм. рассказывают о том, что погибший жив, но для того, чтобы его достать из плена, нужно там внести какую-то сумму и так далее. То есть, если кто-то звонит и говорит, что живой, то это 100% мошенники. А если звонят и говорят, что погиб, это 100% Министерство обороны. Хорошо, скажите, пожалуйста, а как-то передается этот военкомат вот наш по территориальной? Потому что мы звоним, они не знают. естественно. Смотрите, ну у нас есть проблема сейчас со скоростью передачи данных из-за того, что оборудование, которым раньше мы пользовались, это из-за санкций все же ушли, вы знаете, там и все крупные Мгм. сетевые поставщики сетевого оборудования. Вот, и поэтому в данный момент у нас данные так быстро, как раньше, не обновляются, к сожалению. Ну, тут уж, извините, санкции, мы с этим сделать ничего не можем. Мгм. Да, То а вам есть, что, позвонили родственники или что? Объясните мне, что случилось? да, нам позвонили родственники, говорят, что их там сын позвонили, сказали, что он умер там на войне. Вот они плачут, не знают, куда звонить и насколько это правда. Мы Так, а звоним в куда свой уже военкомат, звонить-то? пока информации нет. Ну, информация будет, вы не переживайте, она обновится, просто там не всегда это происходит быстро. Вот, а если А вам вот... еще такие будут звонить, Мгм. смотрите, вы им объясните сразу. Они прекрасно знали, куда они отдавали своих там детей, мужей и так далее, правильно? Все верно. Ну вот и все, так чего тогда удивляться, чего заламывать руки, если вы прекрасно знали, что едут на войну, а на войне люди умирают. Я, если честно, немного удивлен, конечно, такому искреннему удивлению, когда эти родственники получают известие о гибели своего там сына, брата, мужа. Так а чего вы еще ожидали, я не понимаю. То есть все-таки это же война, правильно? Ну да. Так, ну то есть сведения должны подойти, да? Конечно, конечно, Я так- обязательно. Обязательно. Пока, то есть, мы ждем, да? А вы там можете подтвердить, ну, то есть, звонили там конкретно по какой-то фамилии или нет? Ну, конечно, естественно. У вас фамилия есть? Да, Павлов Сергей Александрович. Сергей Александрович. Да, звонили, сообщили сегодня, да, соболезную. Ага. Все понятно. Ладно, спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Да, держитесь, до свидания. Ну и пока оккупанты бегают, слезятся, пытаются найти своих жмуров растворенных, я хочу сказать спасибо всем тем, кто все это время меня поддерживает. Спонсорам на ютубе, подписчикам на пранк-шоу, подписчикам везде, в принципе. Ребята, спасибо вам большое. Лишь вы позволяете мне продолжать заниматься тем, чем мне нравится заниматься, и то, что у меня получается. Поэтому вы все большие красавчики. Вы делаете огромный вклад. Огромное вам спасибо. И не забывайте распространять этот видос, даже если вы не спонсируете меня финансово. Распространение информации — это тоже хорошая помощь. За это я тоже вам всем признателен. Все, на сегодня все. Не забывайте, что есть еще Telegram, в котором я каждое утро выкладываю визги оккупанток, причем самые разные. Поэтому заходите по ссылочке в закрепленном комментарии. Прямо сейчас заходите и нажимайте подписаться. Канал открытый, но мне будет приятно. Все, спасибо, пока.